Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. После выступления Дональда Трампа в ГА ООН и его требований к ЕС прекратить закупки российских энергоресурсов, было сделано заявление: американская сторона готова поставить Европе любое количество СПГ, которое им понадобится для замещения газа из России. По этому поводу есть ряд вопросов, Борис Леонидович. А Соединенные Штаты вообще могут поставить Европе требуемое количество углеводородов, включая СПГ? Ну, вот здесь надо все-таки бороться с нашей привычкой считать, что государство что-то решает. Мы привыкли к тому, что «Газпром» – государственная компания, и распоряжение наших властей для них закон. В Соединенных Штатах ничего подобного нет. У государства Соединенные Штаты Америки нет ни одной акции, ни в одном проекте, ни по нефтепереработке, ни по сжижению природного газа. Поэтому слова государственных мужей из руководства Соединенных Штатов о том, что они что-то поставляют с реальностью, не совпадают от слова «никак». Для того, чтобы заставить, принудить частные компании отправлять углеводороды в любом виде в одном направлении, необходимо перевернуть все законодательство, действующее ныне на территории Соединенных Штатов. Поскольку этого не предвидится, к словам господ из правительства Дональда Трампа, самого Дональда Трампа, о том, что государство США что-то гарантирует, надо относиться к неудачной первоапрельской шутке. Они не могут этого сделать. У них нет механизма принуждения частных компаний, в которых государство не владеет не только неконтрольным пакетом акций, там вообще нет государственных акций. Поэтому говорить о том, что США могут что-то гарантировать, можно только для тех слушателей, которые готовы верить во что угодно. Не более того. Борис Леонидович, а Соединенные Штаты, в лице компаний, они могут полностью удовлетворить спрос? Это ничего не будет стоить самим Соединенным Штатам? Для самих Соединенных Штатов это означает, что нужно отсечь от себя всех остальных потребителей, как нефти, так и нефтепродуктов. Напомню, что несмотря на то, что Соединенные Штаты являются крупнейшим по объемам добытчиком нефти, если брать в совокупность все американские компании, экспортером они чистым не стали. Сейчас объем добычи нефти в Соединенных Штатах где-то на уровне 13 миллионов баррелей в сутки, плюс-минус там 0,2. Объем потребления 19,5 плюс-минус 0,5 миллионов баррелей в сутки, в те же сутки. То, что Соединенные Штаты поставляют на экспорт свою нефть, американские компании, это, извините, но с матушкой природой не поспоришь. Нефть марки WTI, добываемая на территории Соединенных Штатов, это легкая, малосернистая нефть. Нефть марки Бакен, которую добывают методом гидроразрыва пласта, точно такая же, легкая, малосернистая. Если нефтеперерабатывающие заводы будут перерабатывать только ее, то полный ассортимент нефтепродуктов получить нельзя. Это касается не только светлых нефтепродуктов, бензинов и дизельного топлива, но и того, что необходимо в любом государстве. Необходим гудрон, потому что нужно ремонтировать дороги. Необходим асфальт, потому что нужно ремонтировать дороги. Для того, чтобы получить полный ассортимент, необходимо добавлять другие сорта нефти, тяжелые и сернистые. Получив определенный бленд, как обычно нефтяники это называют, можно выйти на полную палитру всех возможных нефтепродуктов. Избыток легкой малосернистой нефти, которую не примут американские заводы, потому что им просто столько не требуется, Соединенные Штаты поставляют на экспорт. На импорт идет тяжелая нефть Канады. На импорт, на ввоз в Соединенные Штаты до самого последнего времени шла тяжелая нефть Венесуэлы. Поэтому там так много исключений, неожиданное разрешение для Шеврона закупать нефть и так далее. Поэтому говорить о том, что могут удовлетворить своей нефтью европейские НПЗ, которые, если мы посмотрим на парк автомобилей, на объем потребления по маркам нефтепродуктов, то самый крупный запрос в Европе на дизельное топливо. Дизельное топливо, используя только легкую малосернистую нефть, в нужных объемах получить невозможно. Нужно добавлять. Поэтому говорить о том, что американские компании за счет нефти марки WTI и нефти марки Bakken могут заменить, допустим, средней плотности высокосернистую нефть марки Urals, не получается. Дело не в политике, а в том, что нам завещал Дмитрий Иванович Менделеев. Спорить с наукой химии невозможно, даже если ты президент США.
Борис Леонидович, такой вопрос. Вот в Российской Федерации поставки газа за рубеж не влияли негативно на цену на газ для потребителей внутри Российской Федерации. В Соединенных Штатах также эта цена, объемы поставок за рубеж не влияют на цену для потребителей. На день сегодняшний нет, но если будут реализованы все заявленные инвестиционные планы по строительству новых мощностей по производству СПГ, это будет влиять. Если заводы выйдут на 100% проектной мощности, начнется дефицит газа на внутреннем рынке США. Несмотря на то, что они крупнейшие добытчики на день сегодняшний, практически дошли до триллиона кубометров, 900 миллиардов кубометров добывается больше, чем в России. Растет внутренний спрос. Растет в связи с тем, что закрываются угольные электростанции. Чтобы нам мистер Трамп не рассказывал, действительно идет замещение угольной генерации газовой. Спрос растет. Тем более, что у Соединенных Штатов есть какие-то глобальные планы по развитию искусственного интеллекта, центров обработки данных и прочего-прочего. Это все крайне энергоемкие производства. Поднять объемы добычи газа выше определенных объемов уже не получается, уже невозможно. Если этот газ будет уходить в больших объемах на экспорт, это приведет к росту стоимости газа внутри Соединенных Штатов. Если точнее, то не стоимости, а котировок на национальной бирже Henry Hub. Законодательство США пока никто не менял. Приобретение газа за счет контрактов напрямую между юридическими лицами законодательно запрещено. Все должно проходить через национальную биржу Henry Hub и ее отделение в отдельных штатах. Так что вот очень сложно будет выйти на те объемы, которые, может быть, потребуются Европе. Хотя каков будет уровень спроса в Европе, сейчас сказать сложно. В 2022, 2023, 2024 году он снижался, в этом году вроде бы наблюдается отскок, но год еще не закончился, посмотрим, каковы будут итоги. Вроде бы есть вариант, что где-то на 10 миллиардов кубометров удастся прибавить. Насколько большая финансовая нагрузка ляжет на Брюссель и конечного европейского потребителя в случае замены доли российского СПГ и трубопроводного газа в ЕС на американский? Давайте снова вернемся к определениям. Брюссель не покупает ни СПГ, ни нефть, ни нефтепродукты. Брюссель – это место, где располагается Европейская комиссия, не более того. Торговлей нефтепродуктами, торговлей СПГ, торговлей трубопроводным газом в Европе занимаются частные государственные компании, хотя есть ряд компаний, контролирующихся государством. Мы это наблюдаем в Венгрии, государственная компания МОЛ, мы это наблюдаем в Польше, государственная компания Орлен, мы это наблюдаем в Германии, компания Юнипер и так далее. Но это не те компании, которые подчиняются распоряжениям Европейской комиссии. Распоряжения Европейской комиссии касаются государств. Как каждое государство работает со своими нефтяными и газовыми компаниями, это персональное дело каждой государственной компании. По итогам, Брюссель может говорить, что он пострадал, может говорить, что он выиграл. Никакого отношения к тому, что происходит на европейском газовом рынке, Брюссель не имеет фактически. Торгуют компании. В соответствии с той целевой моделью европейского газового рынка, которая была разработана и принята Еврокомиссией к исполнению в 2013 году, ввод в действие этой целевой модели состоялся в 2019 году. Это отказ от долгосрочных контрактов, это отказ от формулы цены, привязанной к стоимости нефтяной корзины, и ценообразования за счет торговли на газовых хабах. Поэтому в том, что в Европе выросли цены, нельзя обвинять ни США, ни европейские компании, которые поставляют газ. Вы в качестве индикатора цен определили торги на газовой бирже Китеев. Она считается голландской, хотя, правда, по каким-то случайным обстоятельствам 100% акций принадлежит американским акционерам. Но это тоже отдельная тема для разговора. Даже если какая-то газовая компания желает поставлять газ как можно дешевле, она не имеет права это делать, она должна выйти на TTF и получить то, что будет результатом биржевых операций всевозможных, не более того. Будут ли страны, наиболее зависимые от поставок российского газа, требовать какой-либо компенсации? Насколько сильно смена поставщика сыграет на них в негативную сторону? Ну, давайте представим себе, что потребуется для того, чтобы получать весь газ в виде СПГ.
отказавшись полностью на все 100% от получения газа по трубопроводам, идущим из России. Сейчас, собственно говоря, остался ровно один трубопровод. Для этого нужно уметь принять газ на морском берегу и распределить его по всей территории Европы. Это строительство трубопроводов, сколько оно будет стоить, кто этим будет заниматься, особенно с учетом того, что принятая в 2020 году так называемая зеленая сделка предусматривает к полному отказу от ископаемых видов топлива к 2050 году, сказать сложно. Среднее время окупаемости газопровода 15 лет, среднее время строительства 5 лет. Сейчас 2025 год. Найдутся ли компании, которые будут желать вот так рискнуть? 20 лет на то, чтобы построить и окупить, и остается 5 лет на то, чтобы успеть заработать какие-то деньги. Будут такие рисковые компании на территории Европы? Мне сказать сложно. Пусть они сами планируют, пусть они сами думают. Зафиксировано падение объемов спроса на природный газ в 2021, 2022, 2023, 2024 году и небольшой рост в 2025. Вот пусть размышляют. Вся эта инфраструктура требует денег. Неудачные вложения, которые мы видели, допустим, со стороны Германии, они закупили, по-моему, в общей сложности 7 штук регистрационных терминалов плавучих. В результате от 4 пришлось отказаться. Нет возможности получить СПГ и отправить его конечным потребителям, потому что нет трубопроводов. Вкладываться помимо строительства в регистрационные терминалы еще и строительство трубопроводов желающих не нашлось. Государство пошло на то, чтобы приобрести регистрационные терминалы, а желающих строить трубопроводы нет. Ну, это один из казусов, который в Европе предстоит решать европейским компаниям. Если уж конкретно эти решения не зависят от того, что мы слышим от двух щебечущих блондинок. Одна Урсула, вторая Кая. Ну, Кая по-эстонски это чайка. Вы уж извините, я в Эстонии достаточно долго прожил, я умею переводить некоторые имена. Кая это чайка. Ну, хорошо. Будем слушать ее, но делать из того, что она нащебетала какие-то глобальные выводы, ну, я бы не рекомендовал. Мое личное оценочное мнение. ЕС планомерно снижает количество закупаемого у России трубопроводного газа и СПГ. Возможно ли свести эту долю к нулю и чем этим за это придется заплатить? За это придется заплатить благосостоянием тех стран, которые не имеют выхода к морю. Европа, господи, Венгрия, Словакия, Чехия, возможно, этого избежит, потому что вся наземная часть северных потоков первого и второго на территории Европы в полной исправности. Там, куда приходили северные потоки, Германия выставила регистрационный терминал, можно использовать готовые трубопроводы. Чехия, наверное, может себе это позволить, если сумеет договориться с Германией о том, сколько стоит транзит по ее территории. В Венгрии и Словакия платить за двойной транзит по территории Германии, по территории Чехии желания не испытывают. Дорого. Если их не предоставить им какой-то новый регистрационный терминал или какие-то льготные тарифы на транзит, ну, Венгрия и Словакия пострадают, да, достаточно сильно. Возможно, Остальные, может быть, переживут, но Европа нашла новый способ закрывать новые и новые отрасли промышленности с тем, чтобы снижать спрос. Тогда есть надежда, что цена будет более-менее похожа на ту, которая была до 2021 года. возможно ли, что Брюссель выберет другой путь и нарастит поставки из других стран, таких как Катар, Алжир, Нигерия? Какие здесь есть сложности? Сложности все те же. Никто в мире больше не работает в режиме европейского газового рынка с ценообразованием на основании биржевой торговли. Катар работает с нефтяной привязкой. Он не понимает, что такое работать не на основании долгосрочного контракта. Убедить Катар в том, что нужно наращивать поставки в Европу, в то время как в Юго-Восточной Азии у него есть традиционные партнеры, которым действительно нужен газ, которые идут на формулу цены с привязкой к стоимости нефтяной корзины, которые идут на долгосрочные контракты, работать с достаточно капризным европейским рынком. Я не думаю, что Катар испытывает огромное наслаждение от такой перспективы. Первый момент. Второй момент. Опять же, в связи с зеленой сделкой Катар не исключает, что к нему будут раздаваться требования по количеству выбросов тепловых газов. И газ не подойдет в связи с тем, что при его добыче имеются выбросы метана или выброс какого-нибудь углекислого газа. Катар об этом уже предупреждал, что если будут раздаваться такие требования, он просто перестанет работать с такими покупателями.
Это что касается Катара. Что касается Алжира, напомню на всякий случай, что первый в мире завод по сжижению природного газа был построен именно в Алжире. Есть магистральные трубопроводы. Через Тунис, идущие в Южную Европу, растет спрос, понемногу, поэтапно, но снижаются объемы добычи, месторождения выходят на поздние стадии выработки. Соответственно, поставлять газ по трубопроводу не очень выгодно, это монополия, в любом случае, монополия покупателя. Завод по сжижению природного газа в Алжире работает. И здесь могу повторить ровно те же слова, которые были сказаны по поводу Катара. У Алжира есть долгосрочные контракты с юго-восточными азиатскими странами, с ценовой привязкой, где все достаточно предсказуемо, либо работать с Европой, где не исключено, что на тот момент, когда вы партию СПГ отправляете, цена одна, а к тому времени, когда он доберется до регистрационного терминала на территории Европы, она окажется другой. Удобно ли работать в таких условиях? Мне кажется, что нет, но, разумеется, решение предстоит принимать Алжиру. Что там еще из новых? Нигерийские. Ну, давайте подождем, посмотрим, как будут работать нигерийские заводы по сжижению природного газа. У меня пока информации о том, какой политики они намерены придерживаться, нет. Ну, посмотрим. Может быть, через полгода можно будет сказать точно. Как сильно пострадают европейские компании после полной замены газа из России на американские поставки? Европейские компании, поставляющие СПГ, произведенные на территории Соединенных Штатов, не пострадают вообще никак. Европейские компании работают на основании тех законов, которые имеются в Соединенных Штатах, на территории которых производится СПГ, и по тем законам, которые есть на территории Европейского Союза, то есть по той самой целевой модели европейского газового рынка. Для того, чтобы приобрести СПГ, производимый на территории США, вы обязаны явиться на всю ту же биржу Henry Hub, закупить в необходимом объеме нужный вам газ, оплатить доставку до заводов по сжижению, оплатить само сжижение. И это в том случае, если вы предварительно заплатили аванс. Заводы, сжижающие СПГ, на территории Соединенных Штатов работают по принципу «сжижай и или плати». Заплати аванс, если будешь сжижать, за сжижение ты заплатишь меньше, потому что есть аванс. Если ты не сжижаешь, аванс тебе никто не вернет. В следующий момент соблюдены все правила, которые действуют на территории США. Право собственности на сжиженный газ переходит к европейской компании в тот момент, когда газ загружен в танки газовозов, в емкости газовозов. По прибытии в Европу европейская компания работает по правилам европейской модели целевого газового рынка, продавая газ на основании котировок на бирже TTF. В чем страдания европейской компании? Если подскочила цена на Henry Hub в Соединенных Штатах, ты имеешь полное право не покупать, ты пострадаешь на аванс. Если европейская компания видит, что ценовая конъюнктура сложилась так, что выгоднее продать на спотовом рынке в Юго-Восточной Азии, она повезет туда. Ей никто это не запрещает, это ее собственность. Что касается американских компаний, после того, как СПГ заправлен в танки газовозов, им вообще никакого дела нет, куда вы дальше повезете этот газ. Можете выйти за границы экономической зоны США и слить его в океан. Никто ничего не имеет против, Соединенные Штаты к этому газу отношения больше не имеют. Это ваша собственность. Куда хотите, туда везите. Можете никуда не везти. Можете пузырики надувать, можете продать в Южную Америку, можете отвезти в Африку, в Азию, да хоть в Антарктиду. Нам никакого дела до этого нет. Европейские компании в тех законах, которые действуют в США на территории Евросоюза, проиграть не могут. В том случае, если будет слишком низкая цена в Европе, они увезут этот газ в Азию. Все. Борис Леонидович, большое спасибо за интервью специально для рядовка «Реальные новости». Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо», ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.